Значит, мы посетили 3 штата: Агуакалентес, Сан-Луис-Потоси и Халиско. Познакомились за 7 дней, еще раз повторюсь, с 8 коллекциями совершенно разных людей, которые даже не знают о существовании друг друга. Вот. Одного человека я спросил, который всю эту историю, Пабло Санчес, ну, по-нашему, Паша Александров, да? Вот. Он сам из Акапулько, вот отсюда. Он специально приехал, а здесь примерно 1000 километров, приехал 7 часов на машине, привез свою коллекцию, ну, часть коллекции, чтобы показать. Они устроили конференцию, тоже был такой прикол. Вот, значит, есть здесь такой городишко, рядом с Агуакальентес называется, в нашем русском Яндексе Акуэлос. Ну, по-испански Ахуэлос. Вот. Хотя они букву Х глотают, и у них получается Ауэлос. И вот там находится холм высотой примерно 400 метров, на котором и были сделаны самые первые находки, которые пошли в работу. Там 3 или 4 года назад на этом холме какой-то олигарх из города Мехико поставил ветряки. Причем это не имеет никакого смысла. Я местных ребят спрашиваю, ну, чего ветряки? Вот же у вас подстанция стоит, линии ЛЭП стоят. Скорее всего, он просто выкупил эту территорию и застолбил. То есть холм с находками он взял в частную собственность. Может быть, там сейчас копает, может быть, не копает. Но дело не в этом. Дело в том, что наши ребята смогли туда сходить и нашли вещи, но об этом чуть позже. Так вот, значит, я с Олегом списался, вот, он мне выслал вот адрес своего сайта, я посмотрел и понимаю, что тема совершенно непаханная абсолютно, потому что там 3 десятка фотографий, которые шляются в интернете, они не имеют мало отношения к тому, что есть на самом деле. Ну, то есть, когда я вижу фотографию вот такой скульптуры, это чисто, скажем так, иконография классического периода майя, то есть 6-8 века новой эры, который обсидиановым ножом убивает или приносит жертвоприношению чужую женщину с удлиненной головой, с миндалевидными глазами. Причем размер этой фотографии, в смысле, этой скульптуры, наверное, вот такой. Вот. Там есть и побольше, до практически 1,5 метров. То есть там такие шедеврические вещи, которые отсутствуют в музеях, отсутствуют в археологической литературе, отсутствуют в интернете. И люди с этим живут, для них это нормально. То есть, как вот мне сказал человек, который нас пригласил на конференцию, то есть это вся центральная часть Мексики, от штата Веракрус на побережье Мексиканского залива до Тихоокеанского побережья, включая Акапулько, штаты Герреро, Мичоакан, 11 штатов плюс сам Сьюдад-де-Мехико, то есть у них тоже как федеральный штат, столица. То есть вот вся эта центральная часть наполнена этими находками. И когда я ему задал прямой вопрос, сколько, на твой взгляд, Пабло, вот в частных коллекциях, поскольку ты этим занимаешься, таких артефактов, он говорит, ну, не меньше 20 тысяч. То есть речь не идет об отдельных статуэтках там, или о чем-то таком эксклюзивном. Это огромный массив археологических данных, которые абсолютно не рассматриваются академической наукой. То есть я не встречал публикации насчет того, что это фальшивки. Вот. Ну, то здесь просто 2 пути. Либо объявить это все новоделом, либо делать вид, что этого вообще не существует. Ну, нету этого. Все, не рассматривается и все. Кстати говоря, вот если помните ситуацию с Акамбара, с коллекцией Вальдемара Джильсруда, да, в 2010 году мы с Андрюшей Скляровым, когда приехали в музей
Музея национальной истории и антропологии, вот, пообщались там с кандидатом наук, вот, который там писал диссертацию по Теотиуакану, интересная тема, интервью даже сняли у него. Я спрашиваю, ты что-нибудь знаешь про Акамбара? Вот оно, Акамбара. Вот. Он говорит, первый раз слышу. То есть, они просто не в курсе, потому что это не входит в зону их внимания. Вот в чем дело. Короче говоря, приехали мы, прилетели в Агуаскальентес. Вот. Заранее созвонились с черным археологом по имени Сальватор, который живет в штате Мичоакан. Это вот здесь, вот на побережье Тихого океана. Вот. И он говорит, я к вам приеду в Агуаскальентес, там у него изменилась ситуация, потому что он сам потомственный черный археолог. Он сам копал, отец его копал, дед копал, порядка 2000 артефактов у них в семейной коллекции. В штате Мичоакан буквально в прошлом году начались мафиозные войны. И он оттуда просто сбежал. Потому что один из глав клана мафиозно пришел к нему и сказал, значит так, ты мне коллекцию свою продаешь. Причем не отбирает. Говоришь, ты мне продаешь. Ну понятно, что цена, так сказать, скорее всего, бросовая, потому что к этому вопросу я еще вернусь. И он просто из своего родного города сбежал. То есть он сбежал из штата Мичоакан, с побережья Тихого океана, в Сан-Луис-Потоси. 10 000 километров. Вывез семью, вывез всю свою коллекцию на 2 грузовиках, зашхерился там на какой-то своей, у него там домик где-то в горах. Вот. И мы с ним договорились, прилетаем в первый день вот сюда вот, в Агуаскальентес, маленький такой штатик с одноименным городом, столицей. Звоним, он должен был приехать к нам в гостиницу, привезти, показать нам артефакты. Вот. Он звонит и говорит, ребята, я боюсь ехать, там всего 120 километров, но такой хороший хайвей, платный, то есть нормальный автобан, и на каждом там 30-м километре стоят чекпоинты, то есть военные с пулеметами, с вышками. То есть, как мне ребята сказали из Калифорнии, то, что Мексика, оказывается, самая страшная и самая опасная страна сегодня. Вот. Ну хорошо, давай мы к тебе приедем. Вот мы приехали в Леон, вот, из Агуаскальентеса сюда, в Сан-Луис-Потоси. Вот, встретились он с женой, с детьми, рядом с госпиталем, потому что в госпитале лежит тесть после инфаркта. Пошли на автостоянку, минут 30 там, мы с ним общались, он достал всякие вот эти вот артефакты, говорит, ребята, это вот, смотрите. Вот. А потом говорит, вообще-то говоря, это вам, все, в подарок. Я это лично копал, вот. На острове, то есть фото, есть видео, есть карта, все это задокументировано. Вот просто говорит, понимаете, вот, ну, не должно это принадлежать одному человеку, вот, мне в частности, в смысле ему. Вот вам вот такие вот артефакты. Вот, и я вот пару штучек забрал, остальное оставил Олегу, потому что он коллекционер и как бы более... То есть там вот такая вот статуэтка, ну, чужой, да, женщина чужая с 2 ребятенками. 2 тарелки, это вот та, что на столе у Олега с изображением. Вот свистулька, как он сказал, то есть выходишь ночью на холм, на специальный холм, свистишь, и, значит, эти НЛО прилетают. Ну, типа призывная. Вот. Мелочь я брать не стал, черепушки тоже отдал. Вот. Проходит буквально 2 недели, уже после возвращения в Москву, мне Олег звонит и говорит, вот, значит, Сальватор развелся со своей женой, а девочка такая молоденькая, симпатичная. Если бы на улице встретил, никогда бы не подумал, что она, ну, чисто русская девушка. Вот.
Классные такие пацаны. Лишили его всего имущества, вплоть до машины, и покушаются на всю коллекцию. Что из этого выйдет? То есть там просто идет охота на эти артефакты, потому что и в Мексике, и в Америке все-таки люди в курсе об этой истории. Вот. Это для нас, это, в общем-то, какой-то, знаете ли, новый материал. А там пусть народа немного, но они в курсе. Вот. Сейчас, пока, чтобы не быть голословным, это остров в штате на северо-востоке штата Мичоакан. Небольшой. Вот карта. Вот этот остров. Значит, этот парень Сальватор долгое время потратил, договорился с местными индейцами, с 2 человеками, которые, в общем-то, являются сторожами этого острова. Вот. И копал. Значит, за, по-моему, 3 месяца они нашли на этом острове странный памятник. Вот, непосредственно Сальватор, да. Молодой парень, 35 лет. На небольшой площадке они нашли одно погребение, причем там был, по-моему, скорее всего, детский череп. Вот такой вот странный. Обратите внимание, совершенно не типичные для нас глазницы. Вот. Деформированная голова, 12 зубов в челюсти. Но, может быть, это ребенок. Я тут в данном случае не берусь судить, потому что здесь, в общем-то, нужно мнение антрополога. А вокруг этого погребения были сделаны такие жертвоприношения, закладки из различных артефактов. То есть они взяли порядка, ну, точную цифру не смог он назвать, не считал, от 500 до 600 артефактов. Вот, разделили на 3, то есть ему отошло порядка 200 с небольшим, остальное местным индейцам. Вот. И в частности, там находилась вот эта вот статуя. Значит, это белый нефрит, ну, нефрит, он же по-английски жадеит. Вот, бывает разных цветов, самый главный это зеленый, совершенно по полной гамме, там, от светло-зелено-голубого до болотного. Вот. Но бывает также черный, и белый, и красный нефрит, которые считаются особенно редкими. То есть даже в тех областях, где эта порода имеется, значит, белый нефрит это крайне редкая порода. Значит, эта статуя, по сути дела, скульптура в полный рост. Значит, ее высота 120, вес 130 килограммов. Значит, по фотографии трудно судить, либо, скорее всего, из обсидиана сделаны вставки. Значит, и сейчас, кстати говоря, Сальватор хочет ее продать. Вот. Но в Америке она может стоить порядка, наверное, 1,5–2 миллионов долларов. В Москве немножко подороже, потому что с этой темой вообще никто не знаком. Но он готов прислать ее в Москву. Равно как и вот этот череп, чтобы отдать его на ДНК-экспертизу. Поэтому, если у кого-то есть какие-то знакомые, я пока просто за 2 недели не нашел старых концов, где сделать ДНК-анализ. Вот. Ну, все это доступно вполне. Так, это я показывал. То есть при этом как бы в этом комплексе вот череп, что называется, инситу, вот, еще не очищенный от земли. Есть и видеодокументы, и фотодокументы. Единственное, что, естественно, ребята не вели полевой документации. Хотя, как положено, то есть с линеечкой, с сеточкой все это зачертить, сфотографировать. Ну, не археологи они, ну что делать. Кроме того, там же вот среди этих 600 экземпляров были как бы достаточно не все инопланетные вещи. То есть инопланетная тема, там порядка 40 экземпляров, и вот Олег готов все это выкупить. То есть есть летающие тарелки, есть самого разного вида, но здесь откровенно, когда башка торчит, да, человека или не человека.
из тарелки. Тут не скажешь, что это просто светильник. Все это керамика. Но помимо керамики, как я вам показывал, есть еще и, то есть, вот эта скульптура была из того же комплекса, уникальная. Такого даже в Британском музее нет. Более того, штат Мичоакан вообще очень богат на такие находки. Вот тоже, к сожалению, эта фотография, так сказать, любительская. Но обратите внимание, значит, вес 35 килограмм, 50 на 60 сантиметров. Здесь изображена летающая тарелка, который обвивает по периметру, ну, в мифологии ацтеков это называют пернатым змеем. Хотя здесь изображен не пернатый змей, а гремучая змея. При этом чужой с удлиненным черепом сидит, управляет как этим самым, как его, ну, да, джойстиками, да. Здесь, значит, сцена соития, инопланетная женщина с мужчиной. На другой стороне тоже что-то похожее. То есть тема гибридов, то есть скрещенных браков между чужими и людьми, это основная тема во всех этих артефактах. Вот, я потом дальше покажу. При том, что это сложнейшая работа, то есть это мало того, что это вырезано из камня, да, здесь еще идет инкрустация из различных тоже полуподелочных камней, типа яшмы, нефрита или перламутра. Ой, тоже обалденная вещь. Я подозреваю, что это либо тоже белый нефрит, либо горный хрусталь. Ну вот он светится на просвет. Обратите внимание, 80 сантиметров в ширину и 102 в высоту. Вес, по-моему, здесь тоже указан. 120 килограмм, да. Это, даже если бы это делал современный скульптор, во-первых, найти такой кусок полудрагоценного камня вообще, как бы это сказать, ну, большая проблема. А уж вырезать из этого цельную скульптуру, здесь, обратите внимание, тоже, здесь тоже в основании гремучая змея или Кецалькоатль. Ну, то есть человек явно жреческой касты собирается кремниевым ножом принести в жертву инопланетянку, которая умоляет, а ее, не знаю, защищает. Я в этом еще пока не разобрался, я даже не остыл еще с этой поездки, мне как бы достаточно сложно делать какие-то выводы, поэтому тема лекции, заявленная палеоконтакты и происхождение мексиканских цивилизаций, это как бы тема, в смысле, название будущей книги, которую мы с Олегом будем вместе писать. Но с этим мне еще месяц только фотобанк разбирать. Вот такие же скульптуры, если тут масштаба нет, ну, на полу плитка, да, стандартная, ну сколько, 40 на 40 сантиметров, то есть это порядка 1,5 метров скульптура. В данном случае здесь ничего инопланетного нет, но эти вещи отсутствуют в музеях. Вот еще одна такая же плита метр на метр, 105 килограмм. Здесь изображена сцена, я не пойму, то ли генетических исследований. Ну, фотка плохая, да, но можно разобрать, да, что вот тут приносят жертву, берут кровь. Ну, в общем, очень сложная система изображений. И при этом как бы достаточно типичная для, когда смотришь цепочку артефактов, там несколько сотен, несколько тысяч, понимаешь, что одна и та же иконография. Изображение тарелок, да пожалуйста. Вот я видел, наверное, порядка 50 различных керамических и каменных тарелок в 4 или 5 коллекциях. В разных штатах, в 3 штатах, у разных людей, которые даже друг с другом не знакомы. И после этого, естественно, вот если вспомните тему Акамбара, вот, ну, люди все как бы здесь знакомые, да, с этим делом. Значит, Акамбара, оно находится от этих вот мест, где мы были, в 200 километрах, то есть это единый регион. Вот, я показывал, да?
Вот Акамбара, вот Леон. Вот здесь мы здесь были вот на границах 3 штатов. Вот 240 километров до Акамбара по шоссе. Вот. И для меня как бы было достаточно большим удивлением, что это за такая штука. Вот холм, который тоже называется Эль-Торо, как и в Акуэлос, холм быка. И там просто закладки из вещей. Ну, ямы выкопаны, и туда наложены предметы. Я лично видел еще 2 таких холма, где именно так и делалось. То есть никаких погребальных комплексов. То есть люди приходят на священный холм и закладывают туда в неглубокие ямки предметы. Вот это другая коллекция у Теокальтичи, Дом богов, название городка. И там тоже над городом возвышается холм, примерно 250 метров высотой. Так и называется Сьерра Антигуа, древний холм. Вся вершина изрыта грабительскими ямами. То есть мы там пришли, снимали, там копают буквально каждый день. И значит, у этого доктора вот такая коллекция из... Я сейчас просто показываю картинки. У него 30 керамических моделей летающих тарелок самых разных форм. Вот, начиная от таких бумерангов, да, и заканчивая классикой. Вот. Более того, он сам доктор, он занимает, ну такой доктор, скажем так, полушаман. То есть он не таблетками лечит, а занимается медитативными практиками, травками, ну нормальный такой брухо, как на испанском. Вот, и у него, значит, вот такая коллекция, которую не сам он собирал, наверное, тоже досталась от отца. Самое интересное, что там просто в его коллекции есть вот эти вот чудики с антеннами, которые отсутствуют вообще отсутствуют в других коллекциях. Вот пяточек такой их. Причем они, это, ну скажем так, Вимана, то есть это тоже летающий аппарат. То есть другая раса, не эти длинноголовые, которые в соседнем городе через 100 километров, а вот такие, причем по фактуре видно, что они чешуйчатые. Вот. И больше аналогов нет. Это тоже типа летающего аппарата, но при этом здесь есть как бы совершенно откровенный лобовой иллюминатор, какие-то плавники. Ну, в общем, отнести все это на фантазию крестьян мексиканских, да, как-то сложно. Ну, вот. И имеются гравировки, тоже летающая тарелка, одна, другая, какие-то вот простенькие символы. То есть это, скажем так, сельская работа. То есть крестьяне что видели, то и лепили. Вот. Это не царская керамика. Они просто изображали вот тех же вот этих антеннах. То есть получается, что в этом теокальчитле были еще какие-то чужие, которые отсутствовали в других местах или от них неизвестны следы. О, какой размер. Это вот владелец коллекции, вот, Гонсало. То есть он сам ничего как бы на этот счет не имеет. То есть в голове есть коллекция, да, он ее собирает там не один десяток лет, может показать, ну там, естественно, предварительной договоренности, никто не скрывает. Но никаких, как бы, скажем так, теоретических конструкций у людей в голове нет. Ну, что-то вот, ну да, было, да. Ну, да, инопланетяне тут летают, мы их столько раз видели. И, в общем-то, за месяц пообщался с 3 контактерами, с 2 в Перу, с 1 в Мексике, для которых это нормальная вещь. Да, вот встречаем, да, вот летают, да, вот в скалу летают, да, вот у них здесь место, это вот Ольянтайтамбо в Перу. Вот они, у них здесь база, они туда влетают. Вот, в скалу. Да, помнишь, Серег, да? Вот, Генри. Вот, и для них это, в общем, нормальная вещь. Вот. Никакой там, так сказать, рентивишный
как бы, спекуляции нет. Ну, живем мы с ними. Вот я просто показываю фотографии, это вот основание того автобуса летающего вот этого. И заподозрить людей в том, что это фальсификация, ну, это просто глупо, потому что такой объем работы, ну, просто не сопоставим ни со спросом, ни с физическими возможностями людей, потому что для того, чтобы, извините, даже вот такую вот, допустим, скульптурку из керамики сделать, ну, для этого нужно сначала купить себе горн, ну, вот, печку, да, вот, глину найти, потом иметь художественный определенный вкус и обладать технологией изготовления керамики. Ну, то есть количество аномальных артефактов, мягко выражаясь, зашкаливает.